Друзья, посмотрите, вот такая красота в итоге у меня получилась. Всем огромный привет, добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим хит сезона – аджику из кабачков. Люди, которые не любят кабачки, ни за что не догадаются, что в рецепте присутствуют кабачки. Мы уже продегустировали с Алексеем эту аджику на нашем мукбанг канале. Нам понравилось на 100%. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, совсем недавно мы переехали в Турцию. Все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры. Ссылочку оставляем вам внизу в описании. Переходите, знакомьтесь. Добро пожаловать. Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной. Я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшую аджику из кабачков на зиму. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшую и необычную аджику из кабачков, нам потребуются кабачки. Здесь у меня 1,5 килограмма кабачков, 250 грамм уже очищенной моркови, 800 грамм помидоров и 300 грамм болгарского красного перца, 2 столовые ложки без горки соли, 1,5 столовые ложки острого красного перца. Если не любите острое, частично красный перец можно заменить на паприку. Но мое мнение, аджика должна быть острой, поэтому я беру 1,5 столовые ложки острого именно перца. Также нам потребуется 50 грамм сахара, 100 миллилитров растительного масла и 2 головки чеснока у меня получились общим весом в неочищенном виде 130 грамм. Также нам потребуется 50 миллилитров 9% уксуса. Для начала нам необходимо, как всегда, заняться овощами и очистить чеснок. Для начала, чтобы легко и быстро очистить чеснок, берем головку чеснока и освобождаем ее от внешних вот этих пленочек. Вот так. Нам необходимо чеснок разделить на зубчики. Зубчики складываем в отдельную глубокую миску. Вот таким образом сейчас поступлю с обеими головками. Затем покажу лайфхак, как легко и быстро очистить большое количество чеснока буквально за считанные минуты. Я это показываю в каждом рецепте, потому что если на моем канале появляются новые зрители, чтобы они об этом лайфхаке тоже узнали. Со мной тоже поделились этим лайфхаком мои зрители, за что вам огромная благодарность. Спасибо, что делитесь своими секретами. Это действительно настолько удобно, что вот просто на раз-два очищается чеснок. Чеснок я разделила все на зубчики. Дальше делаем следующее. Берем крутой кипяток. В чашку наливаем так, чтобы чеснок был полностью погружен в воду. Буквально 5 секунд. И воду сливаем в другую миску. Дальше, друзья, смотрите, магия. Буквально раз, два, 3 движениями руки мы вот так очищаем быстренько зубчик чеснока. Вот такой лайфхак, друзья мои, пользуйтесь. Кому понравился, ставьте лайк. А я пока буду развлекаться с чесноком, чуть позже покажу, что делать дальше. Чеснок я почистила, отрезала вот эти вот кончики, хорошенько промыла. Пока убираю в сторону, он нам пригодится чуть позже. Далее, при помощи вот такой экономки нам необходимо очистить кабачки. Сначала с двух сторон срезаем несъедобные части. Дальше я привыкла чистить следующим образом. Всегда так морковку чищу, но и с кабачками так тоже удобно. Сверху вот так делаю юбочку, ножом срезаю юбочку так называемую. А дальше все легко и просто. Беру экономку и до конца вниз. То есть не приходится искать вот здесь, постоянно попадать. Раз. И все легко и быстро очищается. Таким образом нам необходимо почистить кабачки. Несмотря на то, что кабачки у меня молоденькие, кожуру я все равно счищаю именно для этого рецепта. Во всех остальных рецептах кожуру с молодых кабачков счищать не нужно. Таким образом я сейчас буду развлекаться с кабачками, затем покажу, что делать дальше. Кабачки я все начистила. Дальше нам необходимо их нарезать такими кусочками, чтобы они легко помещались в мясорубку. Я разрежу пополам и еще на 4 части. Вот такие вот кусочки, брусочки, которые я буду помещать в мясорубку. Таким образом подготавливаем наши кабачки. Кабачки я подготовила, пока убираю в сторону. Дальше на очереди перцы. Перцы разрезаю пополам, удаляю семена, плодоножку и перегородки. И вот в таком чистом виде будем подготавливать перцы, также для перекручивания через мясорубку. Перцы нарезаем тоже удобными для нас дольками, чтобы легко поместить в мясорубку. Перцы я подготовила, пока их тоже в сторону. Далее на очереди помидоры. Помидоры разрезаю пополам, так, чтобы несъедобная часть оставалась с одной стороны. И вот таким легким движением руки вырезаю треугольник, который утилизируем. Все остальное разрезаю пополам. Сорт помидоров у меня сливки. Вот так на 4 части делю, чтобы легко было
было поместить в мясорубку. Помидоры подготовлены. Отправляю их в чашку. И пока тоже в сторону. И последний овощ, который нам осталось подготовить, это морковка. Морковку тоже брусочками разрезаю, чтобы легко было поместить в мясорубку. Все, друзья, морковь тоже у меня подготовлена. Далее берем мясорубку. Насадку для мясорубки я беру не самую крупную. Вот такая у меня насадка. Устанавливаем. Подставляем чашку и начинаем по очереди перекручивать все овощи. Начну я, пожалуй, с чеснока, чтобы остальные овощи чеснок продавили. Очередность, в принципе, не имеет значения. Самое главное, чтобы в последнюю очередь перекручивались именно помидоры. После чеснока я отправляю в мясорубку морковку. После морковки на очереди болгарские перцы. Как только прокрутила перцы, прокручиваем через мясорубку кабачки. И после кабачков в самую последнюю очередь прокручиваем томаты. Прокручиваем помидоры. Все, друзья, все ингредиенты у нас перекручены. Что касается незначительного количества томатов, которые у нас остались внутри мясорубки, я их не вычищаю. Как правило, от томатов там остается одна кожура. Разбираю мясорубку и все, что осталось внутри мясорубки, прям выкидываю. Далее берем кастрюлю. Я беру кастрюлю. Лучше, конечно, брать казан или кастрюлю с толстым дном. На дно кастрюли заливаем 100 мл растительного масла. И все содержимое, что мы с вами накрутили через мясорубку, отправляем в кастрюлю. Не сразу включила камеру, значит, мы положили 2 столовые ложки сахара, 50 мл 9% уксуса. Кладем 2 столовые ложки без горки соли. Все хорошенько перемешиваем. Далее отправляем на плиту на максимальный огонь. Как только наша аджика закипит, огонь будем уменьшать до среднего и варить в течение 40 минут. Итак, друзья, когда у нас томаты закипели, не забываем их периодически перемешивать, но не торопитесь уменьшать газ, потому что, смотрите, как только аджика закипела и мы ее перемешали, видите, она перестает кипеть. Поэтому мы дожидаемся, когда аджика уже начнет кипеть активно, тогда мы уменьшим газ и будем готовить на среднем огне 40 минут. Посмотрите, аджика наша уже кипит достаточно активно, можно уже уменьшать газ. Видите, я перемешала, а она тут же начинает опять кипеть. Делаем средний огонь и с этого момента засекаем 40 минут. Варить аджику я буду при открытой крышке, чтобы аджика была у нас довольно густая. Постоянно следим за нашей аджикой, вот так умеренно она должна кипеть на протяжении всех 40 минут. Периодически не забывайте ее перемешивать. Ну что, друзья, прошло у нас ровно 40 минут. Спустя некоторое время я огонь уменьшила до самого минимума, и аджика наша продолжала вот так умеренно кипеть. Теперь к аджике отправляем 1,5 столовые ложки острого красного перца. И снова все хорошенько перемешиваем. Продолжаем варить нашу аджику при открытой крышке в течение еще 10 минут. Все, и через 10 минут наша превосходная, ароматная, очень вкусная аджика будет готова. Итак, прошло у нас еще 10 минут. Все, аджика наша готова. Отключаем газ. Посмотрите, вот такая густая у нас получается аджика, вкусная, ароматная. Все, можно заполнять стерилизованные банки и закатывать. Банки я заранее простерилизовала следующим образом. В холодную духовку поместила банки, разогревала духовку до 160 градусов. Как только духовка разогрелась, с этого момента засекала 15 минут. Что касается крышек, их просто прокипятила в течение 10 минут после закипания в сотейнике. Дальше берем вот такую воронку, одеваем на банку. И перемешивая вот так аджику, аджика достаточно густая, но все равно, чтобы жидкая составляющая не отделялась от густой составляющей, мы вот так перемешивая заполняем наши банки. Еще раз повторюсь, 1,5 столовые ложки острого перца получается достаточно жгучая аджика. Мы такое любим. Если вы такое не любите, меняйте количество острого перца, регулируйте по своему вкусу. Так, до полного, значит, заполнила банку, перекладываю воронку на следующую банку. И так как у меня банки с закручивающимися крышками, я просто вот так закрываю. Дальше беру кухонное полотенце. Одной стороной кухонного полотенца держу банку, другой стороной хорошенько вот так закручиваю. Далее банку переворачиваю вверх дном. Точно по такой же аналогии заполняю оставшиеся банки до тех пор, пока у нас с вами не закончится аджика.
Чуть позже я скажу, сколько у меня в итоге на выходе вышло готовой продукции. Итак, друзья, из такого количества ингредиентов у меня получилось 3 700-граммовые баночки. И вот такое количество у нас осталось для нашего мукбанг-канала, чтобы мы вместе с вами попробовали. Дальше что мы делаем? Вот это мы оставляем в стороне до полного остывания. Как только остынет, уберем в холодильник. Что касается закрытых банок, накрываем их одеялом и оставляем под одеялом до полного остывания. Чуть позже еще раз покажу эту красоту. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота в итоге у меня получилась. Из такого количества ингредиентов получилось 3 баночки 700-граммовые и вот такая плошечка для того, чтобы попробовать. Мы с Алексеем уже попробовали. Это очень вкусно, густо. Хоть на хлеб, хоть на макароны. Объедение. Всем рекомендуем на 100%. Сейчас мы еще продегустируем на нашем мукбанг-канале. Скажем свое мнение. Ссылочку оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.